Хорошо, давай поговорим об открытых проблемах, будущем и обо всем таком, хорошо? Итак, у меня здесь есть куча вещей, и я думаю, мы должны быть в состоянии решить все, но давай начнем с самого начала. Поэтому мы поговорим здесь о нескольких из этих аспектов. Как ты можешь видеть, многие из этих областей все еще являются активными направлениями исследований, в том числе разработка новых методов постспециального объяснения, которые как бы смягчают или устраняют некоторые ограничения, о которых мы говорили, не так ли? Поэтому мы пойдем в таком порядке и попробуем охватить каждый из этих фрагментов один за другим. Итак, первый тоже этот. Первый — это новые методы для более надежного объяснения пост-хок, верно? Неудивительно, потому что мы видим, что существуют все эти проблемы с существующими методами. Что нам делать? Хорошо, итак, мы увидели, что есть несколько ограничений в поведении существующих методов. Например, они нестабильны, непоследовательны, хрупки, неверны. Хотя уже предпринимаются различные попытки устранить некоторые из этих ограничений, определенно требуется больше работы, не так ли? Так, например, я собираюсь затронуть один недавний подход, который у нас был, который получил большую популярность, который помогает решить некоторые классические проблемы с помощью этих методов постспециального объяснения. Не все из них, некоторые из них. Итак, мы поговорили о методах, таких как нестабильность извести, и мы также поговорили об этой проблеме согласованности, которая заключается в том, что один и тот же метод в одной и той же точке может привести к совершенно разным объяснениям. И это особенно верно, когда количество возмущений, которые ты используешь, невелико, не так ли? Итак, мы немного обсудили этот вопрос. Если проблема в том, что слишком мало возмущений, то каково оптимальное количество возмущений? Мы можем просто использовать очень большое количество возмущений, верно? Проблема с использованием очень большого количества возмущений заключается опять же в том, что на практике это вычислительная задача. Потому что особенно если ты смотришь на очень сложные модели, такие как InceptionNet или RaceNet и так далее, многократно запрашивая эти модели для меток для большого количества точек, потому что каждый раз, когда вы генерируете возмущение, вы идете и берете метку из модели. А если ты продолжишь делать это неоднократно для большого количества возмущений для каждой точки в наборе данных, это очень быстро станет очень трудоемким с точки зрения вычислений, не так ли? Так что из-за этого ты не можешь просто применить принцип, просто добавь туда большое количество возмущений, и все будет готово. Так что более разумным подходом было бы на самом деле определить, каково минимальное количество возмущений, необходимых для получения такого рода сходящегося объяснения. Хорошо? Итак, что мы делаем? Так, это такого рода идея или статья об объяснениях с некоторыми гарантиями неопределенности. Итак, мы рассматриваем байосовские версии Лайма и Шапа. И причина, по которой это на самом деле лучше, чем просто точечные оценки важности функций, заключается в том, что это, по крайней мере, говорит вам, каков доверительный интервал или интервал неопределенности, связанный с вашими объяснениями. Это особенно важно, потому что, как мы уже видели, существуют не очень авторитетные показатели для таких вещей, как верность. Я имею в виду, что есть способы, с помощью которых мы обсуждали, как к ним можно подойти, и ты можешь сравнить два объяснения и так далее. Учитывая, что эта часть еще не полностью описана в литературе, такого рода оценки неопределенности вместо того, чтобы давать оценку в 1 балл, значение в 1 балл для каждого признака, и говорить, что это важно. Если мы можем сказать, насколько не уверен алгоритм в важности этой функции, это может быть очень ценно, не так ли? И это также в некотором роде помогает нам консолидироваться. Например, там был хороший момент насчет того, что если ты изменишь количество возмущений, твое объяснение изменится, верно? И как конечный пользователь или даже как дизайнер, для меня не имеет смысла, если я вижу два разных объяснения, и я не знаю, как объединить, какое из них правильное, все это. Но как только ты включишь неопределенность в картину, если я запущу Lime, скажем, со 100 возмущениями по сравнению с запуском Lime с 2000 возмущениями, то ясно, что среднее значение изменилось, но интервал неопределенности все еще фиксируется, верно? Таким образом, при меньшем количестве возмущений я вижу, что неопределенности больше. При большем количестве возмущений я вижу, что неопределенности меньше. Но, по крайней мере, это отражается в этом окне. Это не противоречивые вещи, верно? Так что это полезно для меня, чтобы как бы консолидировать то, что здесь происходит, хорошо?
То, что мы здесь делаем, по сути, является своего рода байосовской локально взвешенной регрессией. Итак, мы создаем всю установку Лайма-Байосовского в значительной степени, и мы делаем это таким образом, что вам не нужно использовать методы, такие как выборка, или вариационный вывод, или что-то еще, что требует больших вычислительных затрат. Мы можем вычислить все параметры в закрытой форме. И средствами этих подходов также оказываются оценки, которые Лайм или Шеп выведут в ожидаемом виде. Хорошо? Так что здесь есть четкая параллель, и мы можем добавить к ней интервал неопределенности. И используя некоторые из этих байосовских фреймворков, которые у нас есть, или детали этой фреймворка, мы также разрабатываем некоторую теорию для оценки необходимого количества возмущений, которые помогут нам достичь определенных пользователям уровней достоверности. Так, например, если пользователь говорит, «Мне нужно объяснение, где истинная важность функции лежит в пределах плюс-минус 0,5 от вашей предполагаемой важности функции с 95% доверительным интервалом». Если таково требование пользователя, мы можем взять их, а затем дать тебе число, в котором указано количество возмущений, которые тебе нужно использовать с BaseLime или BaseShep, чтобы дать эту гарантию неопределенности значений важности функции. Все в порядке. И мы также можем внести больше изменений в такого рода обстановку, потому что мы улавливаем неопределенность. Например, вместо того, чтобы просто принимать случайные возмущения, что обычно делают эти подходы, мы можем быть более разумными в этом и сказать, мы выберем только те моменты, в которых алгоритм обучения наиболее не уверен. Ведь мы улавливаем неопределенность, верно? И только по этим моментам мы в последний раз изучали базовые модели для этикеток. По другим моментам, в которых наш алгоритм обучения уже уверен, нам не нужно запрашивать эту сложную модель и тратить на это время впустую. Хорошо. Так что это повышает эффективность. Так что в каком-то смысле весь этот подход позволяет нам эффективно строить объяснения с определенным пользователем уровнем уверенности. Хорошо, итак, другие вопросы, которые было бы интересно изучить в таком контексте, заключаются в следующем. Можем ли мы построить специальные объяснения, которые доказуемо устойчивы к различным враждебным атакам, обсуждавшимся ранее, не так ли? Итак, то, о чем говорилось в предыдущем подходе, это исправление некоторых фрагментов, некоторых проблем с согласованностью и так далее. Но опять же, сейчас мы разрабатываем новые методы или новые объяснения, которые доказуемо устойчивы к некоторым враждебным атакам, которые мы обсуждали. Или мы можем построить специальные объяснения, которые могут одновременно гарантировать несколько свойств, которые мы обсуждали, будь то справедливость или верность или стабильность и так далее. На данный момент нет ответов на эти вопросы. Все в порядке. Хорошо, давай поговорим о том, какие проблемы остаются открытыми с точки зрения теоретического анализа. Итак, мы фактически обсудили некоторые недавние теоретические результаты, прямо как несколько минут назад. Несмотря на некоторые из этих предварительных попыток, конечно, есть огромные пробелы. Нам еще многое предстоит сделать. Например, можем ли мы охарактеризовать условия, при которых метод объяснения пост-хок неудачно или успешно фиксирует поведение базовой модели, не так ли? В настоящее время на это есть не очень хорошие ответы. Но можем ли мы дать точную характеристику тому, когда они действительно могут запечатлеть базовую модель или нет? В отношении различных представлений о том, что именно означает запечатлеть поведение базовой модели, не так ли? А учитывая свойства, лежащие в основе модели распределения данных, можем ли мы теоретически определить, какой метод объяснения следует использовать, не так ли? Итак, некоторые из наших недавних работ идут в этом направлении, но нет никакого способа своего рода решения этих больших вопросов. Но ведь интересно подумать над подобными вопросами, не так ли? А можем ли мы теоретически проанализировать природу прототипов и весов внимания, обучаясь с помощью глубоких сетей с добавленными слоями? Когда это имеет смысл? Когда они ложные? Опять же, ответов нет. Все это большие открытые проблемы, и в каком-то смысле это тоже непростые проблемы, но определенно стоит изучить. Хорошо, давай немного поговорим о том, какие еще открытые вопросы существуют при эмпирической оценке правильности и полезности интерпретации моделей, не так ли? Итак, мы фактически потратили довольно много времени на обсуждение некоторых эмпирических результатов и анализ правильности и полезности. Несмотря на все это, как мы кратко говорили ранее, нет четкой характеристики того, какие методы, если таковые имеются, являются правильными или полезными при каких условиях, не так ли?
Опять же, это то, что я думаю, надеюсь, по мере развития этой области мы разработаем определенный систематический набор оценок, критериев, стандартных практик для проведения исследований пользователей. И тогда мы сможем придумать более четкие ответы. Но в настоящее время, если ты скажешь, когда это? Или это объяснение Лайма, или объяснение Лайма полезно врачам в этом? Ответ в том, что мы действительно не знаем, верно? А на самом деле работы еще меньше. Я уверена, что некоторые из вас заметили это. Но еще меньше работы проделано по эмпирическому анализу правильности или полезности интерпретаций, порожденных изначально интерпретируемыми моделями, не так ли? Объяснение пост-хок. Вокруг этого образовалась своего рода огромная область. Но, по сути, в интерпретируемых моделях работы еще меньше. Например, имеют ли смысл прототипы, созданные путем добавления этих слоев? Мы ведь не знаем, верно? Можно ли их использовать в каких-либо реальных приложениях? А как насчет весов внимания? Нет абсолютно никаких исследований, чтобы ответить на любой из этих вопросов. Хорошо. Итак, следующая часть посвящена характеристике сходств и различий. Мы говорили о том, как многие из этих методов на самом деле расходятся друг с другом с точки зрения результатов, которые они дают, не так ли? Но давай посмотрим, на какие открытые проблемы там стоит обратить внимание. Хорошо. Итак, существует несколько методов постспециального объяснения, в которых используются различные алгоритмы, различные определения того, что вообще является объяснением. И некоторые говорят, что правило — это объяснение. Другие говорят, что важность — это объяснение и так далее. Так, при каких же условиях эти методы или, по крайней мере, подмножество этих методов генерируют аналогичные результаты? Поэтому мы хотим попытаться оценить это количественно, и это также поможет нам понять, когда они дадут вам похожие результаты, а когда они дадут вам разные результаты. Это понимание также важно для нас, чтобы как бы создать лучшие методы, так и в основном дойти до того момента, когда мы узнаем немного больше, чем то, что мы знаем о методах объяснения в настоящее время, не так ли? А ведь существует множество интерпретируемых моделей, которые выводят натуральные синтетические прототипы, когда они на самом деле генерируют похожие прототипы. И почему, при каких условиях они генерируют похожие прототипы? Когда они собираются создавать разные прототипы? Опять же, мы не знаем, верно? Я думаю, так ясно, что все это пространство создания интерпретируемых моделей путем добавления слоев прототипов или намерений. Это огромная пустота с точки зрения того, что мы можем сказать теоретически вообще, или даже эмпирического анализа, если честно. Хорошо, а затем следующая часть. Сегодня, я думаю, в этой дискуссии мы подробно рассмотрели прогностические модели, уделив особое внимание классификации. А теперь что нам делать, чтобы выйти за рамки классификации, не так ли? Я думаю, наша немедленная реакция такова. Классификация и так достаточно запутана, так что же мы можем сделать дальше? Но я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы надеяться и мечтать в любое время. Так что да, сейчас, когда все это безумие все более сложных моделей набирает обороты в полную силу и на высокой скорости. Так что теперь у нас есть все эти большие языковые модели, базовые модели. Типа, что вообще значит думать там о возможности интерпретации, верно? Так что же там вообще возможно? Это тоже просто открытые вопросы, на которые ни у кого нет хороших ответов, верно? А также уже ведется активная работа над интерпретируемостью в обучении с подкреплением и графических нейронных сетях. Однако существует очень мало исследований, посвященных анализу правильности или полезности объяснений в этих контекстах. Так что в настоящее время там изложены некоторые подходы. Но никто на самом деле не знает, правильно ли они поступают, если они правы, когда они правы, и все такое, хорошо? Учитывая, что эти примитивные интерпретируемые модели или постспециальные объяснения сами по себе страдают от стольких ограничений. Как нам гарантировать, что когда мы попытаемся построить объяснения для более сложных моделей, они, вероятно, будут более надежными? И они не страдают от всех этих ограничений, о которых мы только что говорили последние пару часов, верно? Окей, эти три вещи в некотором роде взаимосвязаны. Но, по сути, следует пересечение между интерпретируемостью и другими ключевыми столпами этой более широкой области надежного машинного обучения. Надежность, справедливость или конфиденциальность также очень важны, потому что эти свойства влияют на интерпретируемость, а также на интерпретируемость этих свойств.
Так как же об этом думать? Это тоже пространство, где есть много интересных открытых проблем, хорошо? Так что, например, если мы подумаем о надежности, мы можем сказать, являются ли по своей сути интерпретируемые модели с этими слоями прототипа или внимания более надежными, чем модели без этих слоев, верно? Если да, то почему? Они дают, я думаю. Ранее мы обсуждали с Энтони, действительно ли эти слои добавляют какую-то регуляризацию. Если это так, могут ли они повысить надежность почти как побочный эффект? Хорошо. Опять же, мы не знаем. Так что это проблема, требующая изучения. А существуют ли какие-либо неотъемлемые компромиссы между определенными видами интерпретируемости модели и надежностью модели? Или эти аспекты всегда пытаются усилить друг друга? Опять же, вопрос открытый. Итак, некоторые из наших недавних работ фактически показывают, теоретически и эмпирически, что алгоритмы генерации контрафактных объяснений на самом деле выдают состязательные примеры. Это довольно интересно, потому что, по сути, как мы говорили ранее, многие из этих алгоритмов в основном говорят: возьми точку, слегка нарушь ее, перенеси через границу. И это твой контрафакт, верно? Но это также то, что делают многие подходы, основанные на состязательных примерах, хорошо? Это одна из частей всего. Но есть и другая часть этого, которая заключается в том, что многие сообщества машинного обучения пытаются создать надежные модели, основанные на состязательности. То есть они пытаются исключить примеры состязательности. Так что же это значит для контрафактных объяснений или ресурсов? Так где же проходит граница? Или где заканчивается контрафактное объяснение? И где начинается состязательность примеров, верно? Так какова же граница между этими двумя? Это тоже довольно размыто. Так что я думаю, что там есть огромный набор исследовательских проблем. Хорошо. Так что касается справедливости моделей, на самом деле есть еще одна интересная деталь. Часто, когда люди мотивируют интерпретации или объяснение моделей, они думают об этом так. Объяснения могут помочь выявить все эти несправедливости или предубеждения в моделях, верно? Так что это похоже на мотивацию, которая часто используется в введениях ко многим статьям. Однако существует не так уж много эмпирических или теоретических исследований, которые действительно затрагивали бы эту тему. Забудь демонстрировать это, как будто у нас даже нет исследований, которые пытались бы понять, происходит ли это на самом деле, верно? Поэтому определенно важно провести больше эмпирических оценок и исследований пользователей в этом направлении, чтобы определить, как интерпретации и объяснения могут дополнить статистические представления о справедливости и выявлении предубеждений. Потому что уже существует куча литературы о справедливости, но эта литература посвящена тому, как статистически количественно оценить, как выглядит несправедливость. Аргумент в пользу объяснений заключается в том, что когда ты не можешь действительно четко определить количественно, как выглядит справедливость, именно тогда объяснения могут помочь. Но тем не менее, существует не так много исследований, которые на самом деле показывают, каковы дополнительные возможности объяснения или интерпретации моделей. В выявлении таких не поддающихся количественной оценке представление о том, как выглядит несправедливость, не так ли? Так что там опять же большой пробел. А как справедливость? Статистические представления о справедливости изначально интерпретируемых моделей соотносятся с справедливостью ванильных моделей, верно? Так, например, если я просто обучу интерпретируемую модель, как справедливость этой модели, будь то равенство возможностей или статистический паритет, как эти свойства сравниваются со справедливостью модели, которая по своей сути интерпретируема? Либо такие вещи, как линейки, либо когда ты добавляешь слои прототипов или веса внимания, как об этом думать, верно? А есть ли какие-то неотъемлемые компромиссы между определенными видами интерпретируемости моделей и справедливостью модели? Или эти аспекты усиливают друг друга? А опять же, это взаимосвязь или связь не ясна. Хорошо, так что личная жизнь — это на самом деле то, что возникло во время перерыва. А я разговаривала с кем-то, кого сейчас не могу вспомнить. Но, по сути, я думаю, что по определению большая часть интерпретируемости моделей и объяснений заключается в раскрытии информации о модели, не так ли? Так как же эти аспекты или эти интерпретации моделей и объяснения могут раскрыть конфиденциальную информацию из наборов данных, например, не так ли? Опять же, исследований очень мало. Я думаю, что если не считать пары работ, в этой области не так уж много работы. Поэтому очень мало исследований о последствиях интерпретируемых моделей или объяснений для конфиденциальности.
Так какие же виды атак на конфиденциальность возможны при предоставлении интерпретаций моделей и объяснений? Опять же, у нас нет очень четких ответов, не так ли? И более того, я имею в виду, что у нас нет ответов на этот вопрос. Это значит, что у нас также нет ответов на этот вопрос. А именно, действительно ли дифференциально частные модели помогают защититься от таких атак? Если да, то при каких условиях они помогают? Должны ли мы на самом деле строить дифференцированно частные объяснения, чтобы смягчить такого рода атаки? Все это открытые проблемы. Хорошо. Итак, в последней части мы довольно много поговорили о интерпретациях моделей, объяснениях и так далее. И мы углубились в то, в чем заключаются их слабые стороны, как думать об этих связях, о всяких вещах, не так ли? И в процессе я имею в виду, что хотя у этих подходов есть ограничения, ничто не мешает нам думать о новых инструментах и интерфейсах, которые можно использовать, чтобы сделать модели более интерпретируемыми или облегчить понимание моделей, верно? Так, например, в то время как API команды и визуализации, вероятно, естественны для некоторых из населения. Например, люди, которые, возможно, более разбираются в ML, они могут быть не столь естественны, скажем, для кого-то вроде политика или врача. Так какими же могут быть какие-то новые инструменты визуализации интерфейсов, чтобы помочь им понять, что делают модели, не так ли? Так что это тоже важная область исследований, которой, я думаю, нужно уделять больше внимания. И, конечно же, стандартизированные критерии и инструменты также важны для нас, чтобы выработать некоторое общее понимание того, где мы находимся как область. Итак, первый вопрос в рамках этого широкого направления, которое я сформулировала, заключается в следующем. Можем ли мы создать более интерактивные интерфейсы для конечных пользователей, чтобы взаимодействовать с моделями, не так ли? Вместо того, чтобы давать им «вот твое собственное объяснение», учитывай свою будущую важность, и это то, что я могу тебе дать. Что, если мы сможем сделать этот процесс более интерактивным? Какова будет природа таких взаимодействий, не так ли? Так что это то, что мы недавно изучали с некоторыми студентами. Я покажу тебе быструю демонстрацию. Надеюсь, это должно сработать. Давай посмотрим. Хорошо. Вот, например, это в основном инструмент, который мы разработали и который называется Talk-to-Model. Так что ты можешь использовать интерфейс на естественном языке и общаться в чате с моделями. Это буквально похоже на общение с моделями, чтобы понять, как они делают прогнозы, верно? Так, например, каковы прогнозы для людей старше 20 лет? Таким образом, это говорит о том, что для данных с возрастом старше 20 лет модель предсказывает это. И если я скажу «объясни прогнозы для людей старше 20 лет», это как бы покажет мне, каковы важные особенности и так далее. Тогда я могу задавать вопросы и так далее, и так далее. Так что этот интерфейс более естественный. И причина, по которой мы создаем такой интерфейс, заключается в том, что когда мы работаем с больницами и так далее, мы часто получаем запрос, например, на функцию от многих из этих людей, что нынешние способы, которыми люди AML предоставляют нам эти инструменты, настолько неуклюжи. Ты дашь мне 5 значений важности функции, и ты ожидаешь, что я просто справлюсь с этим. Я хочу более естественный способ взаимодействия с моделью. И одна из практик, у которых мы брали интервью, однажды сказала: «Я просто хочу естественный способ общения с моделью, верно?» И из этого рождается все это начинание. Так что да, я имею в виду, я не говорю, что это идеально. Но, по сути, нам нужно продолжать думать о большем количестве интерактивных интерфейсов, которые могут сделать этот процесс понимания моделей более естественным, не так ли? И поскольку интерпретация и объяснение моделей используются в разных условиях, нам необходимо разработать новые критерии и инструменты, позволяющие сравнивать различные свойства этих методов объяснения или интерпретации. Как нам это сделать? Потому что я думаю, что мы не можем использовать единый бенчмарк для всех возможных настроек приложения. Так как же нам упростить процесс создания нескольких бенчмарков? Так что это тоже то, о чем нам нужно подумать. Все в порядке. На этом, я думаю, мы почти подходим к концу этой дискуссии. Немного раньше, чем планировалось, но я думаю, что это хорошо. Я уверена, что все вы тоже хотите сделать перерыв, пойти домой и заняться другими делами. Так что за последние полдесятилетия или около того возродился большой интерес к пониманию моделей, не так ли? И многое из этого связано с этим аспектом моделей ML, которые внедряются во многих сферах здравоохранения и других с высокими ставками, не так ли?
Вот тогда-то, из-за того, что это произошло, растет интерес к серьезному размышлению о том, давайте разберемся в моделях. Давай разберемся в прогнозах, которые они делают, не так ли? И по мере того, как эти модели продолжают становиться все более и более сложными, и они продолжают находить все больше применений, потребность в понимании того, что делают эти модели, будет только возрастать. И я могу сказать, что особенно учитывая законы и нормативные акты, которые также продвигаются с разных сторон как в Европе, так и в США, я думаю, что необходимость понимания модели станет реальным требованием на практике, в том числе в нескольких областях. Все в порядке. Итак, как мы только что увидели, есть несколько интересных открытых исследовательских проблем, и их очень много. И то, что мы только что видели, вероятно, является их подмножеством. Но, по сути, эта область как бы широко открыта для изучения и открыта для нас, чтобы в основном развить новое понимание того, что у нас есть сегодня. Где есть пробелы и как их улучшить, не так ли? Итак, что мне действительно нравится в области объяснимого искусственного интеллекта, так это то, что к этой теме можно подойти с самых разных точек зрения. Независимо от того, являетесь ли вы теоретиком, специалистом по алгоритмам ML, исследователем ХСИ или междисциплинарным исследователем. Определенно есть возможность внести свой вклад со всех этих сторон, поскольку, вероятно, эта дискуссия и акции уже убедили тебя, не так ли? И на самом деле я из тех, кто любит перемещаться по некоторым из этих областей, поэтому я чувствую, что эта область объяснимого ИИ — идеальная почва для кого-то вроде меня, кто любит заниматься теорией, разрабатывать методы, а также проводить исследования пользователей и междисциплинарную работу. Я занимаюсь различными их аспектами. Хорошо, на этом я думаю, что сделаю паузу. Сейчас 3 часа 45 минут, и я с удовольствием отвечу на дополнительные вопросы, отвечу на любые другие комментарии и так далее. И прежде чем мы это сделаем, так что, конечно, есть куча полезных ссылок на эту тему, еще куча учебных пособий по этой теме. И в Trustworthy ML Initiative также есть еще куча ресурсов по этой теме.